REE X8. Топовая клавиатура, именно топовая клавиатура для Android TV боксов и Windows устройств на канале Технозон. Поехали. Привет, это Технозон. Давно я обещал сделать разбор этой клавиатуры. Обзор, не разбор, обзор этой клавиатуры. Уже путаюсь. И эта клавиатура действительно уникальна. Уникальна она тем, что это клавиатура с голосом. Вот так вот ее возьмем поудобнее. Она с голосовым управлением, она со скроллом, она с тачпадом, с поддержкой вот этих вот жестов, да, которые присущи только ноутбукам. Здесь это все есть. Главное, это кнопка микрофона, которая меня сильно прельщает. Есть RGB подсветка, она на аккумуляторе. Сейчас я вам покажу. Она на аккумуляторе и на донгле. В принципе, донгл мы можем уже доставать. Вот, в принципе, донгл я достал. Закрою. Аккумулятор там BL5C. Больше ничего примечательного сзади нам смотреть нечего. А вот что у нас спереди? Спереди у нас полноценная QWERTY клавиатура с огромным функционалом, который у нас есть именно для винды. Например, через Function у нас доступны кнопки от F1 до F12. Есть у нас быстрые кнопки Ctrl-Alt-Delete, чтобы не мучиться. Есть у нас включение подсветки, выключение подсветки. При этом подсветка RGB. Мы чуть позже ее включим, выключим и покажем, как это показывает. Вернее, как это выглядит в темноте. Есть голубой, красный, зеленый, синий, фиолетовый. Слушайте, отлично. Есть навигационное кольцо, тоже очень удобно этим всем управлять. Кнопки, вот кнопки у нас голосовые, вернее, кнопки громкости. Ну и, конечно же, вот это вот действительно вот этот вот скролл, он очень сильно прельщает именно для винды. Это будет очень удобно. Кнопка сабменю, кнопка домик. Кнопка Win есть. Слушайте, шикарная клавиатура. Давайте мы, наверное, знаете, как поступим? Мы перейдем с вами сейчас на AliExpress, посмотрим на нее цену и сразу же попробуем ее на Windows. Ну, конечно же, подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши обзоры вот таких вот шикарных девайсов, которые мы показываем вам сегодня. Мы сейчас с вами на AliExpress. Управляю я полностью этой клавиатурой. Мы видим, как бегает мышь. И вот оно, вот этот вот скролл красный, о котором я говорил, это невероятно удобно. То есть эта клавиатура идеально подходит для мини-компов. Вы спокойно ее подключили, и вот у меня, видите, написано: устройство готово, Smart Control настроено и готово к использованию. Отлично. Смотрите, давайте, во-первых, посмотрим. Клавиатура стоит 19,42. За топовую клавиатуру, поверьте, недорого. Это проверенный продавец. И что у нас здесь есть? Во-первых, есть русский язык. Это хорошо. Во-вторых, вот, кстати, как она выглядит. Видите, кнопки есть слева-право, кнопки мыши. У нас есть индикаторы световые, которые показывают на текущий момент включения. Есть заряд, и когда аккумулятор разряжается, у вас начинает моргать. И есть кнопка включения-выключения. Далее. Здесь показаны вот эти вот моменты переключения подсветки. Видите, какая подсветочка есть. Вау, а скролл, кстати, еще и нажимается. Вот, если нажать, то это вот как скролл мыши будет. И можно вот этим вот тачпадом еще и перемещать наш экран. Слушайте, зачет. Зачет. Что же у нас еще есть? Есть донгл, есть жесты, все это понятно. Ну, аккумулятор BL5B. Весит она 183 грамма, больше ничего тут интересного нет. Давайте теперь мы в инде проверим некоторые моменты. Например, жесты. Если мы нажимаем, вот мы мышкой подвели, если мы нажимаем на меню пуск одним пальцем, то у нас открывается меню пуск, нажимаем. Для того, чтобы сделать скролл с помощью жестов, достаточно провести двумя пальцами, мы видим, что это работает. Если мы тапнем двумя пальцами, то мы откроем субменю, то есть работает правая кнопка мышки. Если один раз это левая кнопка мышки, то двумя пальцами это правая. При этом это у нас все вынесено еще и в виде отдельных кнопок. То есть вот этих вот, видите, здесь вот указаны вот кнопки. И это все вынесено в виде отдельных кнопок. Через Function у нас реализовано, вот, например, Ctrl-Alt-Del мы можем нажать. Отлично. Через Function мы можем с вами использовать от F1 до F12 кнопки. Ай-яй-яй, я все, короче, развернул на полный экран и открыл код страницы. Закроем. Функция субменю тоже вызывает у нас альтернативное меню. Давайте мы через Function F11 отключим полноэкранный режим. И у нас через Function пробел отключается, через Function пробел у нас регулируется скорость движения мышки. Ребята, отличная штука. Конечно же, кнопку голосового
интерфейса он работает, я могу вам сказать. Смотрите, мой рекордер экрана, мы видим, что сейчас микрофон у меня ничего не пишет. Но если нажму на кнопку микрофона и начну говорить, мы видим, что у нас начал срабатывать микрофон. Суперово. Это суперово, это зачет. Микрофон работает, но основное его направление это для Smart TV боксов. Я вот очень люблю на Smart TV боксах такие клавиатуры, особенно в поисках каких-то фильмов и в повседневном, что я сильно быстро мышку сделал, и в повседневном использовании. Короче, ссылка на проверенного продавца лежит в описании под видео. Это я вам могу сказать сразу. Вы пойдете обязательно смотреть. Почему? Потому что очень годная клавиатура. Переходим на Smart TV Box. Ну что, включили наш ТВ-бокс. Давайте сейчас с вами потестируем это все действие. Само собой, навигационное кольцо работает. Здесь у нас даже вопросов никаких нет. Кнопка ОК срабатывает. Кнопка вот эта вот назад, которая мышь, она срабатывает как кнопка назад на простом пульте. Это отлично. Кнопки регулировки громкости работают. Кнопки Alt-Tab. Знаете, что такое сочетание Alt-Tab на клавиатуре? Оно переключает последние открытые приложения. Это удобно, это вот невероятно удобно, на Alt-Tab это реализовано очень хорошо. Давайте с вами попробуем, как у нас работает голосовой поиск. Для того, чтобы у нас работал голосовой поиск, нам придется держать кнопку голоса. То есть самый лучший фильм. Голосовой поиск срабатывает, отлично, с этим у нас вопросов нет. Он, кстати, также работает и на Android TV платформе, то есть тут подвоха ожидать не стоит. Насчет кнопки Scroll, она работает, то есть вы, когда используете кнопку Scroll, то она просто-напросто передвигается в пределах интерфейса вверх-вниз, просто это дело удобно. То же самое насчет мыши. Если мы будем использовать с вами мышь, то все срабатывает отлично. Единичный тап по самому скроллу вызывает нажатие левой кнопки мыши, двумя пальцами вызывает нажатие кнопки правой мыши, это вызывает действие назад, как на пульте. Если мы с вами, например, откроем Google Chrome, давайте Google Chrome, то сейчас давайте откроем какую-то центральную страницу. Вот, и возьмем двумя пальцами, начнем вводить вверх-вниз, то у нас будет срабатывать скролл. Точно так же, как это работает на ноутбуках. Также можно на страницах скроллить с помощью этого вот красненького скролла, который здесь удобно работает. Кстати, здесь мы тоже можем голосовой поиск проверить с вами. Например, запрос ввести. Новости дня. Вот, пожалуйста, новости дня, все срабатывает отлично. Хорошо, давайте попробуем с вами саб-меню, тоже срабатывает. Выходим второй кнопкой мыши и поехали проверять саму клавиатуру. Сама клавиатура отрабатывает отлично все кнопки, работают они без нарекания, они хорошо проклацываются. Вот я сейчас Caps нажал. В капсе это все происходит. Давайте выключим капс. Кстати, когда капс нажимаете, загорается вот эта вот буковка А маленькая. У нас есть подсветка диода о том, что включен капс. Очень удобно, что есть подсветка этого всего действия на клавиатуре. При этом подсветка разносторонняя. Я чуть позже покажу, как это все выглядит уже при выключенном свете. Вот, например, находясь в Chrome, нажав Alt-Tab, мы сможем переключиться с вами между последними приложениями. Это если мы находимся в каком-нибудь приложении, либо нажав на домик, можем выйти в главное меню. Кстати, из главного меню, если мы нажмем на Alt-Tab, то мы будем просто переключаться из приложений. Если зажмем Alt-Tab, вот, если зажмем Alt и нажмем Tab, то у нас вывалит в это вот меню выбора, вернее, в экран выбора. Ну, все супер. Все пока что мне нравится. Знаете, чего мне не хватает? Мне не хватает кнопок мультимедийных. Да, вот это то, чего мне здесь не хватает. Не бывает абсолютно идеальных клавиатур. Мы в этом убеждаемся. Например, в YouTube, вот если мы включим какой-нибудь ролик на проигрывание, давайте, ну вот, например, мой ролик. И если мы нажмем на кнопку ОК, то, конечно же, он сработает пауза. Это единственное, что здесь поддержится play pause. Но вот нет кнопки следующий ролик, нет кнопки предыдущий ролик. Вот этого мне действительно не хватает, и я хотел бы их здесь получить. Но, в принципе, даже без этого она очень отличная, достойная клавиатура. Ребят, больше мне здесь проверять нечего. Знаете, что еще нет? Есть кое-что проверить. Хочу проверить функциональность кнопки Ctrl. Это значит, что я хочу проверить возможность копирования. Вот давайте отметим все. Давайте Ctrl-X, Ctrl-V. Он вставляет, копирует. Все. В принципе, мне большего ничего не нужно.
И мы проходим и резюмируем данную клавиатуру. И в итоге, вы можете, конечно, меня ругать, что я вот каких-то вот супер-мега тестов не сделал, но дело в том, что эта клавиатура не подразумевает под собой супер-мега тесты. Она просто работает. Но я хочу предупредить, на каждой платформе она будет работать немножечко по-разному. То есть это кастомизируемая клавиатура в том плане, что нужно настраивать в некотором случае программное обеспечение для такой клавиатуры. В частности, там, возможно, где-то что-то заремейпит, возможно, где-то ОК будет срабатывать именно как ОК, а не как Enter. Вернее, Enter будет срабатывать как ОК. Возможно, там, я не знаю чего, там, вот включение-выключение вам придется помучить. Но в целом мы однозначно рекомендуем данную клавиатуру. Наличие голоса, скроллера и хорошего вот этого тачпада. Кстати, подсветку мне показал. Давайте пригасим свет. Вот, смотрите. Она сейчас в подсветке, и мы можем с вами менять подсветку данного действия, видите, на разных цветов. При этом она есть даже, какая есть, голубенькая, а вот она есть даже вот такая вот цветастая. Это очень-очень круто. И вот наличие этой подсветки, наличие всех остальных плюшек делает ее топом среди клавиатур. Это однозначный топ среди клавиатур. Все, мы его рекомендуем, ссылки в описании под видео. Подписываемся, нажимаем колокольчик. Если вам нравится, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Bubble на канале Технозон. Пока, ребята.